Представьте, что вы застряли в петле времени, где вас убивают каждый день, снова и снова, одним и тем же способом, каждый раз. Сегодняшняя история о человеке по имени Рой Пулвер, который является отставным оператором Дельта, и он умирает каждый день одинаково, в то время как за ним охотятся. Чтобы узнать полную историю, досмотрите до конца. Рой Пулвер – бывший спецназовец, парень в возрасте 50 лет, который живет в Атланте. После завершения миссии за границей, однажды утром он просыпается от звука крика его вчерашней спутницы и видит человека с мачете, который пытается разрезать его на куски. Он сражается с этим человеком и обезоруживает его с легкостью. И кажется, что это уже в 150-й раз, когда один и тот же случай случается с ним. После того, как Рой приканчивает его, вертолет, вооруженный тяжелым пулеметом, прилетает снаружи и начинает сыпать пулями на Роя. Он бросает нож пулеметчика и убивает его. Но пулемет продолжает стрелять автоматически, пока пули сыпятся на него. После он сидит возле своего дивана и размышляет о пути, по которому Рой был женат на англичанке по имени Джемма, и как он счастлив был с ней. Вскоре Ллойд прыгает с 4-го этажа вниз на улицу, пока его квартира взрывается из-за крушения вертолета. Падая перед улицей, он едва избегает 18-тонного большого грузовика. Но Рой объясняет, что он уже падал на дорогу 22 раза подряд. И каждый раз его пережал этот грузовик, поэтому он знает, что он сможет выжить после того, как он его переедет. После он перепрыгивает и угоняет спортивную машину и уезжает с этого района. Как только он начинает ехать, его преследует пара женщин, убийца и ее шофер. Женщина стреляет в него, чтобы убить, а Рой объясняет, что они пытались убить его множество раз, после чего он врезается в автобус и умирает. И так происходит каждый день. Рой даже не знает, почему они все хотят убить его, что он им сделал, чтобы заслужить такое действие. Иногда ему удается убить их, но это не имеет значения, потому что в конце концов азиатская женщина по имени Гуанин отрубает ему голову. Поэтому в одном из циклов Рой звонит своей бывшей жене Джемме за помощью, чтобы понять ситуацию, в которой он... Но он удивлен, когда ему отвечает полковник в отставке Клайв Вентер, который является боссом Джеммы. Когда Рой спрашивает о Джемме, полковник Вентер отвечает, что Джемма мертва, так как она сломалась шею прошлой ночью. Рой сбрасывает звонок, так как он не верит, что это реальный случай. И вдруг два немецких убийца-близнеца убивают его из большого пистолета. В каждой петле с Роем происходят одни и те же вещи, с небольшими вариациями. И каждый раз он в конце концов так и не может добраться до Джеммы и узнать, как она умерла. Затем Рой отправляется в китайскую закусочную, которую управляет его друг. Он заказывает 2 большие бутылки китайского ликера. Дэйв, который является специалистом по контрнаблюдению, ест рядом с ним и ругает его за то, что он так много пьет. Рой знает каждую маленькую деталь, которые произойдут в 11:05. Известный китайский боец на мечах, который появляется, 12-кратный чемпион мира по имени Дай Фонг, войдет в закусочную и так далее. Но независимо от того, в каком бы направлении Рой не бежал от своих убийц, или как сильно он сражался с ними, он никогда не остается в живых после 12:47. Они всегда находят его в течение этого времени и убивают. Рой приходит в ярость, так как он каждый раз умирает, и вдобавок к этому его любимая жена уже мертва. И Рой думает, что это время расплаты. После мы видим в истории, как Рой встретил свою бывшую жену, которая была только вчера. Но для Роя это было уже несколько месяцев назад. Рой был приглашен Джеммой, которая работает ученым в частной компании. Когда Рой прибывает в лабораторию, она начинает снимать с него мерки. А Рой дает ей свое резюме и расспрашивает ее о том, знает ли она, что за ними наблюдают секретная камера полковника Клайва Вентера и его начальник службы безопасности Брэд. Джемма показывает Рою устройство, которое может делать возможным путешествие времени и сможет разрушить барьер пространства. Она рассказывает Рою о возможности этого устройства. Вскоре Брэд прерывает их разговор, сообщает Джемме, что полковник Клайв приказал ей немедленно прибыть в его офис и напоминает, что ее лаборатория является закрытой зоной и поэтому недопустимо никаких посетителей. После того, как Брэд уходит, Джемма говорит Рою, что она согласна на собеседование. И лаборатория никого не нанимает сейчас. И Рой ей срочно должен помочь. Рой мгновенно отвечает, когда же он начнет, и у них возникает небольшой спор об их сыне Джо, который не знает о том, что Рой его отец. Но знает его как друга своей матери. Он обожает и боготворит его. Так или иначе, Рой хочет, чтобы Джемма сказала Джо, кто его отец. Но Джемма хочет скрыть правду от своего сына. После Джемма начинает вести себя странно и в бешенстве начинает стричь волосы Роя. У него начинается кровотечение из головы, он начинает паниковать и загоняет его в угол,
и начинает ругать. Вскоре, когда Рою удается немного успокоить ее, она говорит, что хочет, чтобы он был таким же, как мужчина, в которого она влюбилась, до того, как он подарил ей сына. Она шепчет ему на ухо слово «Осирис» и просит его проверить подарок на день рождения, который она послала ему несколько дней назад. Перед уходом Роя выпроваживает охрана, а Джемма предстает перед полковником Бреттом, и полковник спокойно начинает допрашивать ее. И хотя Джемма поначалу лгет, она вскоре попадается и сталкивается с ним. Он предупреждает ее, что больше не будет никаких посетителей в лаборатории, и что он должен быть информирован о каждом развитии событий в лаборатории. Затем полковник говорит Джемме, что она свободна и может уйти. Когда Джемма выходит из офиса, похоже, что она потрясена инцидентом, а Рой в это время в баре развлекается со своей спутницей Элис, которая является барменом. Когда Элис отходит в туалет, бармен говорит Рою, что он и Элис никогда не будут любить друг друга. На вопрос «почему?», она отвечает, что это потому, что он все еще влюблен в другую девушку. Это видно по его глазам. Внезапно Рою в 3 часа ночи звонит Джемма. Она в панике, умоляя сделать то, что он всегда делает лучшим образом. Но она не может закончить свое сообщение, так как полковник Клайв прослушивает ее разговоры. Включив электронную глушилку, полковник Клайв приказывает своим приспешникам найти и немедленно направить людей за Роем. Так как Рой не понял послания Джеммы, он проигнорировал звонок и забрал Элис в свою квартиру на ночь. Но после этой ночи он вынужден проживать жизнь в петле времени снова и снова. Уже в следующей петле он открывает подарок, который Джемма прислала ему на днюху, и обнаруживает, что это книга и послание с днем рождения. Ты проживешь свою жизнь полное счастье, но помни, что время убегает. После Рой убегает на машине, которую он угоняет в каждой петле, и посещает подпольный игровой комплекс в Атланте, чтобы получить дополнительное время и прочитать книгу, наконец поняв, что за послание, которое Джемма хотела передать ему. После он видит Джо, и теперь, так как Джемма мертва, Рой его единственная семья. Поэтому он думает о том, чтобы сказать Джо, что его мать умерла, и что он настоящий отец. Поэтому Рой приглашает Джо на обед, но как только они отказываются за пределами метро, он видит, что сейчас 12:50 вечера, и прошло уже 3 минуты после того момента, который он никак не мог пережить. Поэтому он понимает, что ассасины следят за ним, и вскоре его окружают и стреляют в него. Рой спасает своего сына от летящих пуль, приняв удар на себя, и перед смертью говорит Джо, что он его отец. Как только Рой просыпается в следующей петле, он начинает искать устройство слежения в закусочной, и вскоре с помощью Дэйва обнаруживает и выясняет, что устройство слежения вживлено в один его зуб, который заплатил Бретт. Он сделал это уже в 145 раз. Теперь он знает, что они следили за ним с помощью этого устройства внутри его зуба. Вскоре Рой заманивает всех убийц одного за другим с помощью этого же устройства слежения и убивает. Рой полагает, что Джемма уже мертва, и она поместила его в петлю времени с определенной целью. Он просто должен выяснить, что это за цель. После он мстит всем убийцам, безжалостно убивая каждого и взрывает их бомбой. Он получает телефонный звонок от Бретта. Он высмеивает Бретта, и Бретт вызывает Роя на бой. Он принимает вызов и угрожает Бретту. Вскоре Рой пытается проникнуть в лабораторию Дино, но каждый раз его убивают. Лаборатория сильно охраняется, поэтому он импровизирует и убивает одного из своих убийц, который выглядит похожим на него, и вскоре проникает в лабораторию. Он подделывает свою личность, но вскоре его вычисляют и убивают. Поэтому Рой предпринимает новую попытку в следующей петле. На этот раз он незаметно убивает всех охранников на пути к пентхаусу в лаборатории. Но когда он добирается до пентхауса, он встречает Гуанина, и они сражаются много-много раз в разных петлях. Но независимо от того, сколько бы Рой не тратил на это время, он всегда побеждает его своим невероятным мастерством владения мечом. В одной из петель он впервые встречает полковника Клайва и поздравляет его за выдающимся выступлением в бою. Полковник восхищается Роем и хвалит его за усилия, а затем он начинает объяснять ему, что в лаборатории полковника разработали шпиндель Осириса, названный машиной времени, который полковник Клайв намеревается использовать, чтобы переписать историю и сделать себя самым могущественным человеком на планете. После он обезглавливает Роя, но прежде чем тот умирает, Рой понимает, что Джемма поместила его внутрь петли времени, используя веретено Осириса. И это ядро ответственно за ее смерть. Поэтому он клянется испортить его в следующий раз. Полковник также не знает, что шпиндель работает, и Рой приходит в восторг, зная, что Джемма верила в него. Она думала, что он единственный, кто сможет остановить полковника. Поэтому Рой подходит к Дайфон в закусочной и просит ее научить его сражаться на мечах.
После Рой тратит следующие несколько месяцев, обучаясь бою на мечах в каждой петле и становится мастером боя на мечах. Через пару месяцев, когда Рой встречает Гуанин, он становится мастером боя. Он насмехается и играется с ней, и все это время они сражаются на мечах. После того, как он доказывает Гуанине, что он лучше сражается на мечах, он убивает ее, а затем Рой убивает Бретта мечом. Но Рой пощадил полковника, так как он хочет убить монстра, и они начинают безоружный бой. Хотя полковник и старый человек с белыми волосами, Набун оказывается мастером рукопашного боя. Когда полковник пытается достать пистолет, Рой пронзает его мечом. Полковник понимает, что Рой смог победить всех своих противников только потому, что веретено находится внутри него. Он пытается вразумить Роя, говоря, что он может переписать свою историю человечества без всех трагедий, таких как Первая и Вторая мировая война. Но Рой утверждает, что прошлое есть прошлое, и не стоит его обсуждать. В ответ полковник высмеивает Роя, говоря, что если он здесь, в лаборатории, убьет его, кто защитит Джо, так как полковник уже отправил отряд, чтобы покончить с ним. После Рой спешит на место и узнает, что Джо уже мертв. Рой впадает в депрессию, перестает бороться, и в каждой петле его убийца просто убивает его в постели. Но вскоре он сбрасывает с себя депрессию и решает, что проведет остаток времени со своим сыном, чтобы играть с ним в видеоигры весь день и гулять в парке. Рой проводит очень качественное время с своим сыном в каждой петле, и каждый раз петля заканчивается тем, что мир разрушается. В одной из версий Джо рассказывает ему, что он разговаривал с его мамой в тот день утром. Рой удивляется, так как он думал, что она умерла, но теперь он знает, что она была жива, даже после того, как петля была создана. Поэтому он обещает своему сыну, что вернется, чтобы спасти Джо и его маму. Рой выясняет, что Джема была жива 14 минут с того момента, как он прыгнул в вертолет возле своей квартиры. Он выгоняет стрелка, затем приказывает пилоту отвезти его в Динолаб. Достигнув лаборатории, Рой убивает всех своих убийц из крупнокалиберного пулемета. Затем он побеждает всех охранников лаборатории и успевает добраться до Джеммы и спасти ее. После Рой убивает полковника и всех его приспешников, и Джемма удивляется тому, что Рой пришел, чтобы спасти ее. Он смог преодолеть все препятствия. Рой рассказывает Джемме многое о Джо, что он узнал, проведя с ним время. Похоже, что Джо поделился многими секретами своей жизни с Роем, которыми он бы боялся поделиться со своей мамой. Рой спрашивает Джемму, что он может сделать, чтобы остановить ее, но Джемма грустно отвечает, что она не знает, и что вся эта работа была лишь гипотезой. И до того, как Джемма увидела Роя, она даже не знала, что это работает. Она говорит ему, что он войдет в шпиндель, мир должен якобы перезагрузиться, так как его ДНК закодировано, и все должно стать нормальным. Но Джемма предупреждает Роя, что если он войдет, он может перестать существовать. И Рой отвечает, что для того, чтобы обезопасить Джо и Джемму, он идет на этот риск. После они расстаются и в последний раз целуют друг друга, и Джемма говорит, что любит его. Рой просит Джемму ждать его, и Джемма говорит Рою, что она подождет. В итоге Рой входит в этот шпиндель, и вскоре цвет его глаз начинает меняться. В финале фильма Джемма шокирована, увидев, что Рой чудом выжил в веретене. На этот раз Рой умирает 300 раз. Он останавливает петлю времени, чтобы спасти своего сына, женщину, которую он любит, и весь мир. И на этом все, друзья. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал и напишите ваши мысли в комментариях, как вам эта история. Советую вам посмотреть эти видео и желаю хорошего дня.